Если тебе нравится разбираться в цепочках и системах, залипать на многочисленные детали и конвейеры, то игры с автоматизацией твой поджанр. Это уже третья часть по теме, и если пропустил прошлые ролики, обязательно глянь. Вот тебе еще 5 игр, и возможно найдется та, о которой ты слышишь впервые. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Крафтопия. Это масштабная песочница с открытым миром, где есть все. Элементы выживания, крафтинга, РПГ и автоматизации. Начинаешь с базы, вроде добычи ресурсов, и постепенно возводишь свою боевую империю. Здесь можно заниматься чем угодно. Исследовать мир, строить базы, фармить ресурсы, сражаться с монстрами или автоматизировать производство. Причем многие системы развиваются параллельно. И уследить за всем та еще задачка. Практически все процессы можно упростить с помощью машин, конвейеров и фабрик. Со временем игра превращается из выживания в настоящий менеджмент ресурсов и производства. Геймплей разнообразный. Исследуешь мир и подземелья, сражаешься с боссами, развиваешь персонажа через большое древо навыков, фермерство, рыбалка и даже создание транспорта от машин до вертолетов. Также можно приручить существ, ловить животных и монстров, а после использовать их для помощи в бою или производстве. Есть и кооператив. Можно играть с друзьями, строить базы, исследовать мир вместе, что делает игровой процесс еще веселее. Интересный факт. Разработчики из Pocket Pair изначально позиционировали игру как все сразу. Смесь выживалки, РПГ, сандбокса и автоматизации. Игра заимствует механики буквально из разных игр, от Зельды до Factorio. Фактически философия проекта звучит как: если механика существует, мы попробуем ее добавить. Что и стало главным отличием, но и проблемой игры. Туда же можно создать автоматические фермы животных или полностью пассивную экономику. Shapes 2. Это чистый симулятор фабрики, где весь геймплей сосредоточен на проектировании и оптимизации производственных линий. В отличие от многих других игр жанра, здесь нет врагов, ограничений по времени или ресурсов. Только ты и бесконечная система автоматизации. Тебе предстоит работать с геометрическими фигурами. Разрезать их, комбинировать, окрашивать и собирать нужные формы. Эти фигуры становятся ресурсом, который требуется для открытия новых технологий и расширения фабрики. Простые линии постепенно превращаются в огромные многоуровневые комплексы с конвейерами, поездами и логическими системами. Благодаря трехмерности можно строить фабрики сразу на нескольких уровнях, что значительно увеличивает вариативность прохождения. Игра поощряет оптимизацию. Можно бесконечно улучшать схемы, ускорять производство и находить более эффективные решения. Никакого стресса, только процесс создания идеальной фабрики. Можно играть в своем темпе, экспериментировать и постепенно усложнять систему. Дополнительно доступны разные режимы сложности и экспериментальные механики, которые добавляют новые типы задач даже для опытных игроков. Интересный факт. Игру часто называют трушным эталоном фабричного жанра. Здесь убрали все лишнее и оставили только удовольствие от автоматизации и построения идеальных производственных цепочек. Главный апгрейд по сравнению с первой частью – переход в 3D. Теперь фабрики строятся в несколько слоев, а не только по плоскости. Фабрика может расти бесконечно. В игре нет финала. Mini Settlers. Это минималистичный градостроительный симулятор, в котором основной акцент сделан на логистике, развитии поселений и грамотном управлении ресурсами. Игра сочетает простую визуальную подачу с довольно глубокой экономической системой. Ты начинаешь с небольшого поселения на острове и постепенно развиваешь его в полноценный город. Для этого нужно добывать ресурсы, перерабатывать их и выстраивать эффективные цепочки поставок между зданиями. Особое внимание уделено транспортной системе. Дороги, морские маршруты и железные дороги связывают города и производство в единую сеть. Ошибки в планировании могут привести к перегрузке цепочек и остановке развития, поэтому важно продумывать каждую постройку. Со временем открываются новые острова с разными биомами, от пустынь до ледников. Каждый из них предлагает уникальные условия и ресурсы, что заставляет адаптировать стратегию и перестраивать логистику под новые задачи. Несмотря на простой визуальный стиль, игра предлагает глубокий менеджмент, баланс ресурсов, рост населения, развитие инфраструктуры и экспансия на новые территории. Все это делает игровой процесс спокойным, но требующим продуманного подхода. Интересный факт. Игру часто сравнивают с упрощенной версией Anno и Factorio. Игра сохраняет глубину логистики, но подает ее в максимально доступной и минималистичной форме. Поселенцы работают автоматически. Ты не управляешь ими напрямую, а влияешь через размещение зданий. Малый масштаб карты делает каждое решение заметным. Ошибка сразу видна и влияет на экономику. Pera. Это планетарный симулятор строительства и терраформирования, в котором ты берешь на себя роль искусственного интеллекта Эми, созданного для превращения Марса в пригодную для жизни планету. В отличие от классических градостроительных игр, здесь масштаб выходит далеко за пределы одного города. Ты управляешь всей планетой. Основной геймплей строится вокруг создания огромной сети производственных и логистических цепочек. Ты добываешь ресурсы, перерабатываешь их и распределяешь по всей поверхности Марса, постепенно расширяя инфраструктуру и повышая эффективность систем. Также тебе предстоит изменять
менять атмосферу, температуру и состав поверхности планеты, используя научно обоснованные технологии. Постепенно Марс превращается из безжизненной пустыни в пригодную для колонизации среду. В игре есть сюжет, который раскрывается через взаимодействие с колонистами и другими персонажами. Как ИИ, ты принимаешь решения, влияющие не только на развитие планеты, но и на судьбы людей. Эти решения могут привести к разным концовкам, добавляя элемент морального выбора. Также есть внешние угрозы, которые заставляют защищать инфраструктуру для того, чтобы не провалить миссию. Интересный факт. Игра изначально задумывалась как не просто стратегия про колонизацию, а как научно-фантастический опыт, максимально приближенный к реальности. В одном из инсайдов разработчики прямо говорили, что Марс в игре построен на основе реальных данных НАСА, включая рельеф и климатические модели. Еще игрок действует как система, распределяя ресурсы и наблюдая за процессами, что усиливает ощущение игры за ИИ. Railgrade. Это стратегический симулятор управления железнодорожной сетью и промышленной логистикой на далекой внеземной колонии. Твоя задача — восстановить разрушенную инфраструктуру, наладить производство и превратить умирающую экономику в процветающую систему. Геймплей строится вокруг создания сложных транспортных цепочек. Ты прокладываешь железные дороги, соединяешь фабрики, шахты и города, а затем управляешь потоками ресурсов между ними. Каждое предприятие зависит от своевременных поставок. Поэтому грамотная логистика становится ключом к успеху. Ты даже можешь самостоятельно собирать составы из различных локомотивов и вагонов, подстраивая их под конкретные задачи. Это позволяет оптимизировать перевозки под разные типы ресурсов. Особое внимание уделено маршрутам. Нужно учитывать рельеф местности, длину путей и нагрузку на сеть. В игре присутствует полноценная кампания с более чем 50 миссиями, где постепенно открываются новые технологии, здания и механики. Помимо этого есть дополнительные задания и испытания, которые проверяют твою способность оптимизировать производство в сложных условиях. Интересный факт. Проект задумывался как логистическая головоломка, замаскированная под железнодорожный симулятор. Главный акцент не на поездах, а на потоках ресурсов. Игрок должен не просто соединить точки, а выстроить эффективную производственную сеть, где каждая линия имеет значение. Dev сознательно убрали деньги как главный ресурс. Вместо этого игра строится вокруг эффективности и выполнения контрактов. Вот такая подборка игр про автоматизацию у меня получилась. А какие игры данного жанра знаешь ты? Обязательно пиши в комментариях. Если тебе захотелось во что-то вернуться, то моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.